Грузовое судно Ocean Network Express Апас потеряло более 1800 контейнеров в Тихоокеанском шторме. Контейнеровоз Ocean Network Express Апас судно было построено в 2017 году в Японии Main United на их верфи в Куре. Контейнеровоз строился крупными размерами, чтобы воспользоваться эффективным масштабом и сократить расходы в рамках интермодальных грузовых перевозок. Длина контейнеровоза 364 метра, ширина 51 метр. Контейнеровоз Апас имеет определенные ограничения по размеру. В первую очередь это наличие достаточно крупных главных двигателей и наличие достаточного количества портов и терминалов, подготовленных и оборудованных для обслуживания сверхбольших контейнеровозов. Кроме того, некоторые из основных водных путей мира, такие как Суэцкий канал и Сингапурский пролив, ограничивают максимальные размеры корабля, который может пройти через них. 30 ноября 2020 года судно Апас, которое работало как часть сети One Express, следовало из Янтянь, Китай, в Лонг-Бич, Калифорния, когда оно столкнулось со штормом примерно в 1600 морских милях к северо-западу от Гавайев. Компании заявили, что обрушение произошло в море. Высота волны составляла от 5 до 6 метров при ветре силой 4 балла по шкале Бафорта, что называется умеренным бризом со скоростью от 13 до 18 миль в час. Капитан отвел контейнеровоз, чтобы обеспечить безопасность экипажа и судна, до тех пор, пока условия не улучшились, и вскоре после этого рейс был прерван, и судно изменило курс, направляясь в Японию. Когда Апас прибыл в Японию, все увидели, какие произошли масштабы массового обрушения контейнеров. Контейнеровоз Ocean Network Express Апас под японским флагом, потерпевший огромную потерю контейнеров в море, прибыл в порт Кабе, Япония, 8 декабря. Владельцы судна Shidori Ship Holding и его менеджеры Nick Ship Management подтвердили, что судно находится в безопасности пришвартовано после потери за бортом 1816 контейнеров в суровые погодные условия 30 ноября 2020 года. Грузоподъемность контейнеровоза Ocean Network Express Апас 14 тысяч 20-футового эквивалента, и большая часть этого груза на судне осталась в ненадежном положении. Компания заявила, что местные службы экстренной помощи были вызваны, чтобы убедиться в отсутствии угрозы людям или окружающей среде со стороны смещенных и поврежденных контейнеров, которые остаются на палубе. Неясно, сколько контейнеров, которые все еще находятся на борту, содержат опасные материалы. В своем последнем обновлении компании сообщили, что в 54 контейнерах, потерянных в результате аварии, были фейерверки, в 8 батареи, а в 2 жидкий этанол. Была проведена полная проверка безопасности судна и оставшегося на нем груза. После того, как судно и груз были объявлены безопасными, инспекторы из различных заинтересованных сторон провели свою первоначальную оценку ситуации, включая окончательный подсчет количества контейнеров, потерянных за бортом или поврежденных. В своем обращении к клиентам One Network сожалеет о причиненных неудобствах и поблагодарил их за понимание в этом отношении. Эта потеря контейнеров является одной из самых серьезных потерь без потери судна и намного превышает среднюю потерю контейнеров, отслеживаемую ассоциациями судоходства и страховыми компаниями. Владельцы и менеджеры заявили, что они поддерживают связь с Джек в Гонолулу, который продолжает передавать сообщения о безопасности морского транспорта, о потерянных контейнерах и наблюдениях. Они также повторили, что по данному инциденту будет проведено полное расследование совместно с государством флага и соответствующими морскими властями.
Общий страховой счет от потери контейнеров Ocean Network Express APAZ должен превысить $50 миллионов. Контейнеровоз Ocean Network Express APAZ вернулся в море более чем через 3 месяца после того, как он пришвартовался в Японии после одной из самых серьезных потерь контейнеров в море, когда-либо зарегистрированных. По состоянию на конец февраля 2021 года компания сообщила, что было выгружено около 1000 контейнеров. Их рассортировали в контейнеры, которые были слишком сильно повреждены, те, которые можно было перегрузить, и те, которые оставались неповрежденными. Корабль, на борту которого находилось 14 052 тысяч контейнеров, отправился из Кобе, Япония, 16 марта, и возобновив прерванный рейс в Лонг-Бич, Калифорния, где он, как ожидается, прибыл 30 марта, через 4 месяца после того, как он потерял 1816 контейнеров в море во время суровой погоды примерно в 1600 морских милях к северо-западу от Гавайев. Компания сообщила, что расследование возможной причины инцидента продолжается. Назначенные нами эксперты изучали метеорологические сводки, данные о рейсе, конструкцию судов, характер повреждений, а также аналогичные инциденты, в которых могут быть определенные общие факторы, которые способствовали возникновению инцидента.